Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена Ермина, и я рада вас приветствовать на своем канале. Спасибо, что подписываетесь на мой канал, ставите лайки и смотрите все мои видео до конца. Сегодня в этом видео мастер-классе мы разберем с вами вместе принцип вязания данной модели кофточки, которую вы видите на фото. Данную модель я нашла в свободном доступе на просторах интернета. Кофточку можно связать с удлиненным рукавом, с укороченным 3/4 и с коротким рукавом. Летний и демисезонный вариант. Также для вязания подойдет пряжа 100% хлопок, либо смешанная пряжа с содержанием шерсти, ангоры. Метраж пряжи должен быть достаточно тонкий. От 220 метров в 50 граммах до 350. Также в этом видео мастер-классе мы разберем и научимся вязать узор. Также посмотрим, как он будет смотреться в вязаном изделии. Данная модель кофточки связана с вточным рукавом. И так как узор очень легко просто вяжется, его можно трансформировать и связать данную модель кофточки регланом сверху вниз. Этот узор можно переделать под реглан, и опытные рукодельницы, я думаю, без проблем с этим справятся. Данная кофточка связана которую вы видите на фото, снизу вверх. В конце видео я поделилась с вами всеми схемами вязания. Начинаете работу снизу, далее доходите до уровня проем, выполняете закругление проем, формирование подрезов и вывязываете вырез горловины. Каким образом это сделать, вы найдете всю технику вязания на схеме. После того, как вы связали тело кофточки, связали рукава, выполняете сборку. И по краю низа кофточки, также по краю рукава, выполняете обвязку. В конце видео есть схема узора номер 2 для обвязки края. Край рукава и край низа кофточки связаны и обвязаны широкой каймой, которая зрительно расширяет изделие по низу и делает немножко рукав расклешенным к низу. Также есть схема обвязки горловины. Это третья схема по счету. Данную модель кофточки можно связать без боковых швов, просто вязать узор по кругу поворотными рядами. Я думаю, принцип вязания вам понятен. Кофточка вяжется легко, просто и быстро. Узор достаточно простой, и мы сейчас с вами разберем принцип вязания узора. Я надеюсь, узор вам понравится. Вязать я буду из пряжи София. Торговая марка Куднор. Это 100% мерсеризованный хлопок. В 50 граммах 283 метра. Очень красивый цвет пряжи. Номер 30. Светло-сиреневый. Люблю вязать из этой пряжи. Она прекрасно ложится в ажурные узоры. И неплохо смотрится в вязаных изделиях. Мне она очень нравится. Заказывала я ее в интернет-магазине «Пряжа Су». Ссылочку на пряжу и на магазин. Также хочу с вами поделиться своим промокодом на скидку. Вы можете при помощи моего промокода уменьшить стоимость заказа на 5%. Максимальная скидка в интернет-магазине «Пряжа Су» 10%. Все ссылочки, в том числе на промокод, я оставлю в описании под этим видео в инфобоксе. Проходите, смотрите и обязательно указывайте мой промокод для того, чтобы сэкономить на покупке. Сейчас мы с вами разберем принцип вязания узора. Узор я буду вязать вот по этой схеме. Для образца набираем цепочку из 27 воздушных петелек. Раппорт состоит из 13 петелек. Высота раппорта 4 ряда. Я буду с вами вязать с 1 по 5 ряд. Набираю цепочку из 27 воздушных петелек. Плюс 1-2 петельки с запасом для удобства вязания. Приступаем к вязанию первого ряда. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1,
2, 3, 4, 5. Отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5 петелек в основание 6 петельки цепочки. Провязываем 3 полустолбика с одним накидом с общей вершиной и с общим основанием. И сейчас мы приступаем к вязанию первого раппорта. Раппорт состоит из 13 петелек. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. Отсчитываю 1, 2, 3, 4 петельки. В основании 5 петельки провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. Пропускаю 1, 2 петельки, в третью петельку цепочки провязываем 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. Пропускаю 1, 2, 3, 4 петельки. В основании 5 петельки вяжем 3 полустолбика с одним накидом с общим основанием и с общей вершиной. Так, на крючке у меня осталось 4 петельки. Соединяю их вместе при помощи рабочей нити. Вяжем цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. В эту же петельку, пятую, провязываем еще 3 полустолбика с одним накидом с общим основанием и с общей вершиной. Все, закончили вязать один раппорт. Начало раппорта — это арочка цепочки из 3 воздушных петелек. В раппорт входит 1 арочка, 2, 3 арочка и плюс вот этот элемент. Это основа раппорта, 13 петелек. Приступаем к вязанию второго раппорта. Раппорт начинается с первой арочки. Вяжем цепочку из 1, 2, 3 воздушных петелек. Пропускаю 1, 2, 3, 4 петельки. В пятую петельку провязываем 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. Пропускаю 1, 2, 3, 4 петельки. В пятую петельку провязываю 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. Отсчитываю 1, 2, 3, 4. В пятую петельку провязываем 1, то есть 3 полустолбика с одним накидом с общей вершиной. Первый полустолбик, второй полустолбик и третий полустолбик с одним накидом. Соединяю 4 петельки вместе, 1 воздушная петелька, и в эту же пятую петельку цепочки провязываем еще 1 столбик с одним накидом. Все, связали с вами первый ряд узора. Приступаем к вязанию второго ряда. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. Разворачиваю вязание на другую сторону
И в арочку цепочки из одной воздушной петельки вот в это место провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. С учетом 3 петелек подъема у нас связано 1, 2, 3, 4. 4 столбика с одним накидом. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. Пропускаю вот эту первую арочку цепочки и вершину второй арочки цепочки из 3 воздушных петелек провязала 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. Пропускаю третью арочку и между элементами в арочку цепочки из 3 петелек вяжем ракушечку. Ракушечка состоит у нас из 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 3 воздушных петельки, пропускаю первую арочку, вершину второй арочки провязываю 1 столбик без накида. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. Пропускаю третью арочку и вот здесь вот в конце ряда, там где у нас были связаны петельки подъема, в эту арочку провязываем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Связали с вами 2 ряда узора. Второй ряд это будет у нас с вами началом раппорта. Мы будем повторять вязание каждый раз со 2 по 5 ряд до необходимой длины. Приступаем к вязанию 3 ряда. Набираю цепочку 1, 2, 3 воздушных петельки, разворачиваю вязание на другую сторону, отсчитываю первый столбик, вершину второго, за обе петельки, за переднюю и за заднюю провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки, отсчитываю первый, второй, третий, четвертый, вершину 4 столбика провязываю 1 столбик без накида. 1 воздушная петелька, вершину столбика без накида провязываем 1 полустолбик с одним накидом, второй и третий полустолбик с одним накидом. Теперь у меня 4 петельки на крючке, соединяю их вместе. 1, 2, 3 воздушных петельки, вяжем вершину столбика без накида, еще точно такой же элемент из 3 полустолбиков с одним накидом, с общей вершины и с общим основанием. 4 петельки на крючке, соединяю их вместе. 1 воздушная петелька, вершину столбика с одним накидом, первого столбика провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки, второй столбик пропускаю, вершину третьего провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3. Четвертый столбик пропускаю, вершину пятого провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки, шестой столбик пропускаю, вершину 7 провязываю 1 столбик без накида. Одна воздушная петелька, вершину столбика без накида предыдущего ряда вяжем 3 полустолбика с одним накидом, с общим основанием и с общей вершиной. Провязала, соединила петельки вместе.
Раз, два, три воздушных петельки. В эту же вершину столбика без накида провязываем еще 3 полустолбика с одним накидом, с общим основанием и с общей вершиной. Заканчиваем вязать ряд. 1 воздушная петелька. Вершину первого столбика с одним накидом провязываем 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки. Пропускаем второй столбик, вершину третьего провязываем 1 столбик без накида, 1 воздушная петелька, и в третью петельку подъема мы провязываем 1 полустолбик с одним накидом. Все, связали с вами 3 ряда узора. Давайте покажу вам поближе. Приступаем к вязанию 4-го ряда. 1 воздушная петелька подъема, разворачиваем вязание на другую сторону, вершину полустолбика с одним накидом провязываем 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. Пропускаем вот эту арочку в следующую арочку, между вот этими элементами провязываем веерок. Веерок у нас состоит из 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Три воздушных петельки. 1, 2, 3. Первую арочку пропускаем, во вторую, она же у нас центральная, провязываем 1 столбик без накида. Связали 1 раппорт и приступаем к вязанию следующего. Набираю цепочку 1, 2, 3 воздушных петельки. Вот эту арочку пропускаем в следующую арочку между элементами. Провязываем веерочек из 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. И заканчиваем вязать. Пропускаю вот эту первую петельку. В основании второй петельки провязываем 1 столбик без накида. Получается здесь средняя петелька. Все, связали с вами 4 ряда узора. Вяжем 5-й ряд по принципу вязания 1-го ряда. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваю вязание на другую сторону. Вершину столбика без накида вяжем 3 полустолбика с одним накидом, с общим основанием и с общей вершиной. 4 петельки на крючке, соединяю их вместе. 1 воздушная петелька, вершину первого столбика с одним накидом провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки, пропускаю второй столбик, вершину третьего провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3. Пропускаю 4-й столбик, вершину 5-го провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3 петельки.
пропускаю столбик в вершину 7, провязываю 1 столбик без накида. Одна воздушная петелька, в вершину столбика без накида вяжем 3 полустолбика с одним накидом, с общим основанием и с общей вершиной. Раз, два, три. В эту же вершину столбика без накида вяжем еще один точно такой же элемент. 3 полустолбика с одним накидом с общим основанием. Одна воздушная петелька. В вершину первого столбика с одним накидом провязываем 1 столбик без накида. Раз, два, три воздушных петельки, пропускаю столбик. Второй, вершину третьего провязываем 1 столбик без накида. Раз, два, три воздушных петельки, пропускаю четвертый столбик, вершину пятого провязываем 1 столбик без накида. 3 воздушных петельки. Вершину седьмого столбика провязываем 1 столбик без накида. Одна воздушная петелька. И заканчиваем вязать ряд. Вершину столбика без накида провязываем элемент, состоящий из 3 полустолбиков с одним накидом с общей вершиной и с общим основанием. 4 петельки на крючке, соединяю их вместе. Одна воздушная петелька, и вот здесь мы заканчиваем ряд, провязывая в эту же вершину столбика без накида 1 столбик, но уже с 2 накидами, для того чтобы выровнять ряд по высоте и по левому краю. Связали мы с вами 1 раппорт в высоту. Сейчас вы повторяете вязать узор все время со 2 ряда по 5 ряд включительно. Второй ряд — это ряд, где мы начинали с вами вязать вот эти веерочки. Раппорт состоит из 4 рядов, а повторяется раппорт со 2 по 5 ряд. Значит, повторяйте все время 2 ряд, 3, 4, 5. И давайте рассмотрим узор поближе. Данный узор можно вязать прямыми и обратными рядами, как сейчас я вам показывала в видеоуроке, и также по кругу, и по кругу поворотными рядами. Вот таким образом смотрится узор с лицевой стороны. Здесь у нас нечетные ряды. И с изнаночной стороны. Здесь все-таки главный элемент, я считаю, вот эта ракушечка, она идет у нас по изнаночной стороне узора. И здесь в данном случае узор, лицевую сторону узора можно считать там, где обычно у нас изнаночная сторона, то есть там, где мы вязали с вами четные ряды. Так как главный элемент узора ракушечки, они были связаны по изнаночной стороне узора. Это 2 ряд. В данном случае я бы сделала лицевую сторону. Это изнаночная сторона, где там, где мы вязали с вами все четные ряды узора. Все схемы я оставила в конце видео. Можете сделать скриншот с экрана и распечатать для удобства вязания. Вяжите вместе со мной по видеоурокам и по схемам. Надеюсь, вам мастер-класс понравился. Вязать я буду крючком номер 2, крючок Clover Soft Touch.